кажется, что жизнь турецких суперзвезд – это идеальная глянцевая картинка, полная роскоши, огромных гонораров и обожания. Но что происходит, когда эта картинка начинает сводить с ума? Сегодня мы покажем вам ту изнанку турецкого шоу-бизнеса, о которой не принято говорить вслух. Вы узнаете, что заставило Мирта Рамазана Демира, находящегося на самом пике славы, внезапно оборвать все связи, бросить все и тайно бежать из страны. Какая пугающая цена стоит за его успехом, если актер теперь боится даже выйти на улицу с собственной семьей? Но пока один спасается от безумия фанатов, другая суперзвезда оказывается в эпицентре мрачного криминального расследования. Экстренный рейс в Турцию, вызов на допрос и тяжелые обвинения, которые могут в одну секунду навсегда уничтожить карьеру Ханде Эрчел. Что она скрывает на самом деле? А еще мы разберем, как одно случайное движение руки разрушило репутацию Аслыхан Малбора, спровоцировав жестокий скандал, и кто прямо сейчас безжалостно уничтожает конкурентов в кровавой войне за телевизионные рейтинги. Обязательно досмотрите этот выпуск до самой последней секунды, потому что те факты, которые мы раскроем ближе к финалу, навсегда перевернут ваше представление о том, как на самом деле работает индустрия турецких сериалов. Реальная жизнь этих актеров оказалась куда страшнее и жестче любого прописанного сценария. И перед тем, как мы погрузимся в это безумие, прямо сейчас спускайтесь в комментарии и пишите, о ком из турецких актеров, актрис или о каком сериале вы хотите увидеть наш следующий разбор. Тот комментарий, который наберет больше всего лайков от других зрителей, станет темой нашего нового видео. Все в ваших руках. Написали. Тогда мы начинаем. Сегодня турецкий эфир буквально искрит от напряжения. Стартует сериал, о котором шептались последние несколько недель, «Юноша». И это как раз тот случай, когда премьера – не просто очередная проходная история для фона, а тяжеловес, способный сломать устоявшуюся сетку вещания. История бьет по нервам с первых минут. В центре сюжета – Юсуф. Снаружи это идеальная картинка, но внутри – выжженная земля и тяжелое прошлое. Его жизнь зажата в тиски между семьей, любовью и опасными играми брата, из которых невозможно выйти с чистыми руками. Долги, страх и постоянная угроза. Чем дальше развивается сюжет, тем сильнее ощущение, что точка невозврата уже пройдена. А неожиданная встреча с загадочной Делой оказывается не случайностью, а началом большой и очень рискованной игры. Создатели даже не пытаются давать зрителю легкий старт. Нас сразу бросают в атмосферу, где каждое решение стоит слишком дорого, а любая ошибка может стать решающей. Ставка сделана на жесткий внутренний конфликт и напряжение, которое не отпускает до самых титров. Но давайте будем честны. Сценаристы могут прописать сколько угодно гениальных сюжетных поворотов, но все это просто не сработает без правильного лица в кадре. И то, что происходило с главной звездой этого проекта еще до начала съемок, тянет на отдельный, не менее захватывающий сценарий. Речь, конечно же, о Мирте Рамазане Демире. После феноменального успеха «Зимородка» он оказался в ловушке, с которой справляются единицы. С одной стороны, статус суперзвезды и обожание миллионов, с другой – тотальное внутреннее выгорание. В недавнем интервью он предельно откровенно признался, что был выжат настолько, что вообще не хотел возвращаться к работе. Вместо того, чтобы ковать железо пока горячо, актер просто собрал вещи, уехал в Лондон, а затем устроил себе радикальный детокс на Майорке. 1,5 месяца без социальных сетей, вдали от камер и в полном уединении. Это был тот самый переломный момент, когда решается будущее. Согласиться на очередной громкий чек или дождаться истории, ради которой действительно захочется снова выйти на площадку. И сценарий нового проекта стал именно таким триггером. Как признается сам Мирт, цифры в контракте его не интересовали, зацепил персонаж. Ему захотелось прожить эту внутреннюю боль героя, а не просто отработать дежурные эмоции на камеру. При этом актер не строит никаких иллюзий по поводу своей славы. Он называет ее тяжелым грузом.
Любое появление на улице моментально превращается в повод для сплетен. Вышел выпить кофе с двоюродной сестрой. На следующий день пресса уже кричит о новой тайной возлюбленной. Неудивительно, что в итоге он пересел на одноместный мотоцикл, просто чтобы сохранить хоть каплю личного пространства и укрыться от навязчивого внимания. Очевидно, что огромная часть аудитории включит телевизор именно ради него. Всем любопытно, каким он вернулся после этой долгой паузы. Но у такого пристального внимания есть и обратная сторона. Выдержит ли этот долгожданный камбэк лобовое столкновение с настоящим телевизионным монстром, который уже успел захватить вечерний эфир? И здесь начинается самый жесткий этап игры. Потому что этот новый проект выходит не в стерильном вакууме. Он влетает прямо в прайм-тайм понедельника, где уже давно и очень плотно окопался сериал «Далекий город». Это не просто проходной конкурент. Это история, которая уже прикормила свою аудиторию, собрала железобетонные рейтинги и фактически монополизировала вечерний эфир. Любому новому игроку на этом поле недостаточно быть просто интересным. Ему нужно буквально вырвать зрителя зубами, заставить его переключить канал и забыть про тех героев, к которым он уже успел привязаться. За кулисами разворачивается настоящая невидимая война за внимание. У премьеры есть сильные козыри, громкое имя главного актера и мрачная, интригующая атмосфера. Но у «Далекого города» есть оружие куда мощнее – зрительская привычка. А это один из самых труднопреодолимых барьеров в телевизионной индустрии. В таких битвах все решают первые эпизоды. У аудитории просто нет времени на раскачку. Если динамика не зацепит с первых минут, второго шанса сериалу уже не дадут. Именно поэтому сегодняшний день – это не просто старт очередной истории, а настоящий экзамен в прямом эфире, за которым пристально наблюдают все продюсеры. От того, кто выиграет этот вечер, зависит расстановка сил на ближайшие месяцы. Но пока телевизионные титаны бьются за взрослую аудиторию и пытаются поделить рейтинги понедельника, в тени уже готовится проект, который планирует ударить по совершенно другой мишени. И этой мишенью становится аудитория, для которой готовится потенциальный хит под названием «Снова 17». Здесь совершенно другая энергия. Если телевизионные тяжеловесы делают ставку на взрослых людей, ломающихся под тяжестью жизненного опыта, то в этом проекте в центре сюжета возраст, когда жизнь вроде бы только начинается, но уже успевает ударить наотмашь. Главному герою Арасу всего 17, однако система детских домов и постоянная борьба за себя вытравили из него любую подростковую наивность. У него есть ровно одна цель, ради которой он готов снести абсолютно любые преграды, найти пропавшего брата. Эти поиски приводят парня из Стамбула в Бодрум, где он лоб в лоб сталкивается с могущественной семьей Акая. Они влиятельны, максимально закрыты и явно прячут за красивым фасадом немало темных секретов. А когда на фоне всего этого напряжения появляется Лейла, вспыхивает классический, но всегда работающий конфликт, внезапные чувства против базового инстинкта выживания. Но главная фишка этого проекта кроется даже не в сценарии, а в кастинге. Ставка сделана на свежую кровь Чигана Эфиа Ака и Джерри Найрук. И для индустрии это невероятно важный шаг. У зрителя пока нет от этих ребят никаких ожиданий. За ними не тянется шлейф из десятка прошлых ролей, с которыми их можно было бы бесконечно сравнивать. Это чистый лист. Чигану предстоит выдать искренность и накопившуюся злость, не сваливаясь в дешевую театральщину, а Джерин должна стать той самой эмоциональной опорой, через которую по-настоящему раскрывается характер главного героя. Именно в таких проектах прямо на наших глазах формируется новое поколение звезд, за которыми через пару лет будут бегать толпы репортеров. Но давайте будем реалистами, молодежная история крайне редко становится настоящим суперхитом, если в ней нет сильного, опытного серого кардинала. И создатели сериала это прекрасно понимали. Именно поэтому в игру вступает Нисрин Джавадзаде. Одно только ее имя в касте автоматически переводит проект из категории «типичная подростковая драма» в совершенно иную, высшую лигу.
Она исполняет роль Шебнем, и это тот самый случай, когда персонаж постепенно, шаг за шагом забирает на себя львиную долю внимания. Изначально может показаться, что сюжет крутится исключительно вокруг юного Араса и его личных поисков. Но чем глубже мы погружаемся в историю, тем яснее становится, именно Шебнем – тот самый серый кардинал, который незаметно держит в руках все нити и меняет ход событий одним лишь правильным решением. Зритель начинает пристально следить не только за метаниями главного героя, но и за тем, какие скрытые мотивы движут этой женщиной. Несрин славится тем, что никогда не играет плоско или в одну единственную эмоцию. За каждым ее действием, даже в самых спокойных сценах, чувствуется второе дно, холодный расчет и глубокая личная история. Именно такой подход намертво цепляет более взрослую аудиторию, заставляя ее вникать в сюжет наравне с подростками. Возникает идеальный, очень рабочий контраст: горячая, порывистая энергия юности с одной стороны и расчетливая, взрослая игра с другой. Индустрия постоянно требует именно такого градуса напряжения в кадре. Многослойные интриги, сложные характеры, эмоциональные качели. Но иногда, чтобы зритель окончательно не перегорел от этой драмы, просто необходимо сделать паузу, выдохнуть и заглянуть за кулисы, где актеры, наконец, снимают свои экранные маски. Индустрия турецких сериалов постоянно требует напряжения. Интриги, манипуляции, слезы – все это выматывает. Но иногда стоит выдохнуть и заглянуть за кулисы, где актеры, наконец, снимают маски и становятся обычными людьми. На днях Денис Байсал отпраздновала свое 35-летие и сделала это не на пафосной закрытой вечеринке, а прямо на съемочной площадке. Съемочная команда устроила ей невероятно теплый сюрприз с тортом прямо посреди рабочего процесса. Но настоящая комедия развернулась чуть позже в социальных сетях. Ее давний партнер по экрану и хороший друг Чиглар Эртугрул решил публично поздравить актрису, но эпично перепутал даты. Эта забавная перепалка в комментариях моментально разлетелась по фан-аккаунтам. И знаете что? Именно такие курьезы работают на лояльность аудитории гораздо мощнее, чем любые вылизанные студийные фотосессии. Потому что зритель видит, они – живые люди, которые ошибаются, подкалывают друг друга и сохраняют настоящую дружбу даже после завершения совместных контрактов. Такие моменты показывают, что за глянцевой картинкой шоу-бизнеса скрываются обычные, нормальные отношения. Но передышка окончена. И пока одни актеры задувают свечи на торте и смеются над комментариями коллег, на телевизионные экраны надвигается по-настоящему тяжелая артиллерия, от которой перехватит дыхание у тех, кто ждет от сериалов чего-то большего, чем просто романтика. Но давайте будем честны. Индустрия не может держаться исключительно на курьезах, смешных комментариях в социальных сетях и праздничных тортах. Передышка, которую дают нам подобные милые закулисные моменты, всегда оказывается очень короткой. Потому что пока одни актеры шутят и задувают свечи, на телевизионные экраны неотвратимо надвигается по-настоящему тяжелая артиллерия. Это проекты совершенно иного калибра, от которых у зрителей, уставших от предсказуемых романтических сюжетов, буквально перехватит дыхание. И главным флагманом этого нового, жесткого телевизионного сезона обещает стать сериал «Мастер Амюр». Здесь создатели сразу дают понять: забудьте про легкий вход в историю. Никаких роскошных особняков на берегу Босфора, никаких долгих обменов влюбленными взглядами под красивую музыку и богатых наследников, решающих надуманные проблемы. Сюжет этого проекта бьет под дых своей пугающей реалистичностью. История начинается с ситуации, которая вызывает первобытный холодок по спине. Муж главной героини обычным утром выходит из дома за хлебом и просто растворяется в воздухе. Он не оставляет записок, не забирает вещи, не подает никаких сигналов. Человек исчезает без следа, без единой зацепки, самое страшное – без ответа на вопрос «почему?». С этого момента привычная, размеренная реальность ломается пополам. Для главной героини начинается жестокая, бескомпромиссная борьба на выживание. Потому что на ее плечах остаются дети, стремительно тающие финансы и огромный,
внезапно ставший враждебным мир. Эта история не столько о поиске пропавшего супруга, сколько о том колоссальном внутреннем надломе, который происходит с человеком в состоянии абсолютной неизвестности. Как не потерять рассудок, когда каждый день превращается в ожидание шагов на лестничной клетке? Как объяснить детям, что их отец просто вышел в магазин и больше не вернулся? Как справляться с шепотом соседей и давлением общества, которое всегда готово обвинить женщину в том, что она не доглядела? Кстати, если вам нравится именно такой глубокий и аналитический подход к разбору турецкого шоу-бизнеса, где мы не просто пересказываем пустые слухи из желтой прессы, а смотрим саму суть индустрии и механизмы создания сериалов, самое время подписаться на канал. Нажмите на кнопку подписки и включите уведомления прямо сейчас, чтобы не потерять нас в бесконечной ленте рекомендаций. Ваша поддержка помогает нам копать еще глубже и делать эти разборы максимально качественными. А мы тем временем возвращаемся к нашей драме. Такие сложные, психологически выверенные роли требуют актрисы с феноменальным внутренним диапазоном. Сюда нельзя позвать просто красивую девушку с обложки журнала, которая умеет красиво плакать на камеру. Этот проект требует титана. И именно поэтому главную роль забрала Нургуль Ешелчай. Она из той редчайшей категории актрис, которые способны держать весь зрительский фокус исключительно на себе, не прибегая к дешевой театральщине. Нургуль не нужно кричать, истерить или рвать на себе волосы, чтобы показать невыносимую боль. Она умеет транслировать эмоции через тяжелые паузы, через взгляд, через микромимику. Зритель буквально кожей чувствует ту звенящую пустоту и отчаяние, которые поглощают ее героиню. Сам факт того, что Нургуль согласилась на этот сценарий, уже является своеобразным знаком качества. Актрисы такого эшелона отклоняют десятки предложений в месяц и крайне придирчиво выбирают материал. Если она сказала «да», значит, в сценарии есть та самая многослойность и глубина, ради которой стоит возвращаться на экраны. Интересно и то, как именно телеканал Now подходит к производству этого сериала. Подготовка к съемкам началась задолго до старта осеннего сезона. Для турецкой индустрии, где серии часто пишутся и снимаются буквально на коленке за несколько дней до эфира, такой ранний старт – это показатель высочайших ставок. Продюсеры не хотят рисковать. Они детально прорабатывают локации, настраивают правильный визуальный тон, подбирают идеальный актерский состав второго плана. Потому что реалистичную социальную драму невозможно снять на скорую руку. Зритель моментально почувствует фальшь. Осенний телевизионный сезон – это всегда самая кровавая мясорубка за рейтинги. И телеканал делает ставку на то, что аудитория окончательно устала от глянцевых сказок и требует настоящего, сложного, смыслового контента, который оставляет послевкусие и заставляет задуматься о собственной жизни. И пока ветераны уровня Нургуль Ешелчай готовят для нас настоящий эмоциональный нокаут, доказывая, что классическая школа турецкой драмы все еще является эталоном, сама индустрия не стоит на месте. Продюсеры прекрасно понимают, чтобы машина шоу-бизнеса продолжала работать на максимальных оборотах, необходимо постоянно подпитывать ее новыми именами. И прямо сейчас все ведущие студии делают огромные ставки на тех, кто еще вчера скромно стоял на втором плане, а уже завтра готовится примерить на себя корону суперзвезды и повести за собой многомиллионную аудиторию. И одной из тех, кто прямо сейчас готовится сделать этот решающий шаг, становится Эйлюль Лизи Кандемир. Забудьте про стереотип о случайных взлетах, в этой индустрии случайности работают ровно один сезон. А вот то, что происходит с карьерой Эйлюль, напоминает очень грамотно разыгранную шахматную партию. После того, как она ярко и уверенно заявила о себе в предыдущих проектах, где ее героини неизменно приковывали внимание, даже находясь на втором плане, продюсеры поняли главное – эта актриса способна вытягивать сложную психологическую игру. И теперь она забирает главную роль в сериале «Жизнь других». Этот переход – настоящий маркер доверия. Турецкая телеиндустрия беспощадна к тем, кто не умеет удерживать аудиторию. Если тебе отдают центральную партию в крупной драме,
значит, в тебе видят локомотив, способный тянуть на себе прайм-тайм. Пока создатели держат детали сюжета в строжайшем секрете, намеренно подогревая интригу. Но уже того минимума информации, который просочился в прессу, достаточно, чтобы понять масштаб. Это не будет очередная легкая история про внезапно вспыхнувшие чувства между людьми из разных социальных слоев. «Жизнь других» — это глубокая, многослойная драма, где в центре внимания окажется пересечение чужих, зачастую поломанных судеб. Истории такого формата никогда не строятся на дешевых визуальных эффектах, драках или бесконечных погонях. Весь каркас сериала держится исключительно на внутреннем напряжении героев, на их моральном выборе, который в одну секунду способен разрушить все, что строилось годами. Здесь нужны актеры, которые умеют молчать в кадре так громко, чтобы у зрителя мурашки бежали по коже. И Эйлюль Лизи Кандемир идеально попадает в этот формат. Ее актерская природа такова, что она не перегружает экран лишней суетой. Она работает через тонкие эмоции, через тяжелую, густую атмосферу. Зрителю приходится буквально вглядываться в ее героиню, чтобы уловить скрытые мотивы и прочитать то, что остается между строк диалогов. И именно этот магнетизм делает ее столь ценным кадром для проекта такого уровня. Но есть еще один фактор, который автоматически умножает ожидания от этого сериала на 2. За производство отвечает компания EYPM. Для тех, кто хоть немного разбирается во внутренней кухне турецкого телевидения, этот бренд не нуждается в представлении. EYPM – это знак качества, это синоним дорогих, продуманных до мелочей историй с шикарной картинкой и мощнейшей режиссурой. Если они берутся за проект, значит, бюджеты будут солидными, а планка качества запредельной. Для самой Эйлюль этот сериал не просто очередная строчка в фильмографии. Это переломный момент, Рубикон, который ей предстоит перейти. В турецком шоу-бизнесе именно такие роли определяют твой дальнейший статус на годы вперед. Либо ты справляешься с давлением главной роли и навсегда закрепляешься в высшем эшелоне суперзвезд, диктуя свои условия продюсерам, либо не вытягиваешь рейтинги и возвращаешься в категорию вечно перспективных актрис второго плана, из которой потом практически невозможно выбраться. Ставки максимальны, и индустрия замерла в ожидании того, как она справится с этой колоссальной ответственностью. И пока на экране актеры мастерски разыгрывают чужие, выдуманные судьбы, иногда их собственная, реальная жизнь внезапно превращается в суровый детектив. И тогда за этим сюжетом начинает следить вся страна, потому что реальность, как известно, бьет сценаристов по всем статьям. Именно это произошло с Ханде Эрчел. Ситуация, развернувшаяся вокруг актрисы в последние несколько недель, пробила абсолютно все информационные потолки и вышла далеко за рамки привычных сплетен из глянцевых журналов. Речь больше не шла о том, с кем она встречается, какое платье надела на светский ужин или какой гонорар запросила за новый рекламный контракт. Имя одной из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Турции внезапно всплыло в материалах крупного, резонансного расследования, связанного с серьезными обвинениями. Как только эта информация просочилась в прессу, медийное пространство буквально взорвалось. Желтые издания моментально начали штамповать кликбейтные заголовки, пытаясь выжать из ситуации максимум трафика, а социальные сети утонули в тысячах теорий заговора. В шоу-бизнесе, где репутация строится годами, а рушится за один неудачный вечер, такие новости могут стать концом карьеры. Брендам не нужны скандалы, продюсерам не нужны риски. Многие в подобной ситуации предпочитают залечь на дно, отгородиться армией адвокатов и отвечать на вопросы прессы сухими, безликими пресс-релизами, надеясь, что шторм утихнет сам собой. Но Ханде Эрчел выбрала совершенно иную, куда более жесткую и прямолинейную стратегию. Никаких долгих пауз, никаких попыток спрятаться или отмолчаться. Находясь за границей, она экстренно прервала свою поездку, вернулась в Турцию и направилась прямиком в соответствующие инстанции. Актриса прошла все необходимые юридические процедуры, спокойно ответила на вопросы, что самое важное, дала абсолютно недвусмысленные показания. Ее ответ был категоричным и холодным.
Она прямо заявила, что не имеет ни малейшего отношения к тем событиям и обвинениям, которые сейчас так активно смакует пресса. Ханде подчеркнула, что никогда не имела дел с запрещенными веществами и в глаза не видела тех людей, чьи имена фигурируют в этом запутанном деле. Максимально прозрачная, железобетонная позиция, которая не оставляет желтым журналистам ни миллиметра пространства для маневра и дальнейших домыслов. Именно эта уверенность и спокойствие в эпицентре урагана делают ситуацию такой обсуждаемой. Контраст просто невероятный. Мы привыкли видеть Ханде Эрчел в образе легкой, улыбчивой девушки из ярких романтических комедий, а сейчас перед нами стоит человек, который хладнокровно отбивает мощнейшую информационную атаку. Это классический, хрестоматийный пример идеального антикризисного пиара. Взять ситуацию под личный контроль, не дать слухам пустить корни и разрубить проблему на корню. И хотя на данный момент речь идет лишь о проверке, а не о каких-либо юридических выводах в ее сторону, то, как грамотно и смело она гасит этот медийный пожар, вызывает безусловное уважение даже у самых ярых скептиков. В случае с Ханде дым шел от реального, существующего расследования. Там были документы, процедуры и официальные запросы. Но парадокс турецкого шоу-бизнеса заключается в том, что здесь медийный пожар могут раздуть вообще из ничего. Буквально из воздуха, из одного неосторожного движения. И идеальным подтверждением этого парадокса стала история, которая в последние дни захлестнула турецкий сегмент интернета. В главных ролях Аслыхан Малбара и Чагатай Улусай. Если в случае с предыдущими новостями у журналистов был хоть какой-то реальный фактологический фундамент, то здесь медийная машина показала, как умеет делать сенсации буквально из пустоты. Все началось с одного короткого видео. Аслыхан, находясь в расслабленной обстановке, просто исполняла песню и в какой-то момент, совершенно естественно, положила руку себе на живот. И все. Этого единственного, безобидного жеста, длившегося пару секунд, оказалось достаточно, чтобы запустить цепную реакцию невероятных масштабов. Социальные сети моментально взорвались, фанаты начали публиковать стопокадры, обводить руку красными кружками, строить догадки и выносить безапелляционные вердикты. Меньше чем за сутки обычные домыслы из комментариев мутировали в горячую новость на страницах таблоидов. Журналисты уже вовсю обсуждали возможную беременность актрисы, приплетали к этому Чагатая Улусая и соревновались в громкости заголовков. В этой ситуации, как в зеркале, отражается вся суть современной индустрии развлечений. Звездам больше не нужно делать громких заявлений или попадать в реальные скандалы, чтобы оказаться на первых полосах. Достаточно одного неправильно истолкованного взгляда, слегка изменившегося стиля одежды или, как в данном случае, руки на животе. Информационный голод аудитории настолько силен, что она готова питаться иллюзиями и сама достраивать сюжеты там, где их нет. Самое интересное в этой истории – реакция самих актеров. Вернее, ее полное отсутствие. Ни Аслыхан Малбара, ни Чагатай Улусай не проронили ни слова. Никаких гневных опровержений в социальных сетях, никаких официальных заявлений от менеджеров с призывами уважать личное пространство. И это, пожалуй, самая грамотная стратегия в подобных случаях. Как только актер начинает оправдываться и доказывать, что он просто неудачно встал или плотно пообедал, пресса вцепляется в него с удвоенной силой. Молчание же лишает журналистов главного ресурса – топлива для продолжения дискуссии. Однако, стоит признать, что это молчание только разжигает фантазию самых преданных фанатов. Аслыхан и Чагатай уже давно находятся под прицелом объективов, за каждым их шагом следят, пытаясь найти скрытые смыслы. И на таком наэлектризованном фоне абсолютно любой новый жест будет восприниматься как тайный сигнал. Именно здесь проходит та самая тонкая, почти невидимая граница между реальной новостью и медийным миражом. Если не уметь отделять подтвержденные факты от вольных интерпретаций, очень легко потерять связь с реальностью и поверить в то, чего никогда не существовало. В данном случае мы имеем дело с классическим хрестоматийным слухом, который раздулся до масштабов национальной новости исключительно благодаря фантазии аудитории.
Граница между реальностью и выдумкой фанатов стерта окончательно. И глядя на все это многообразие событий, премьер, скандалов и слухов, возникает только один закономерный вопрос: к чему все это приведет индустрию уже завтра? Если собрать весь этот сложный пазл из сегодняшних новостей воедино, картина вырисовывается невероятно мощная. Турецкая телевизионная машина не просто работает на максимальных оборотах, прямо сейчас она находится в точке серьезного перелома, где старые правила игры больше не работают, а новые только пишутся. Мы видим, как в эфире разворачиваются настоящие битвы титанов. Тяжеловес и юноша идет на таран, пытаясь сдвинуть с места монополиста далекий город, и исход этого противостояния определит, кто будет диктовать условия на телевизионном рынке в ближайшие месяцы. Параллельно с этим продюсеры активно ищут пути к новой аудитории. Запуск таких проектов, как молодежная драма «Еще 17», где ставка делается на совершенно новые лица, доказывает, что индустрия осознает необходимость обновления крови. Без новых героев этот механизм просто заржавеет. Но при этом ветераны экрана не собираются сдавать позиции. Сложные, бьющие по нервам проекты с участием Нургуль Ешелчай и Эйлюль Лизи Кандемир показывают, что запрос на глубокую, серьезную драму никуда не исчез. Зритель устал от пустых картинок, и ему нужны смыслы и психологическая глубина, которую могут дать только актеры такого калибра. А история с мертвым Рамазаном Демиром, который не побоялся открыто заявить о выгорании и усталости от славы, обнажает ту самую изнанку шоу-бизнеса, о которой раньше было принято молчать. И, конечно, отдельным, гигантским пластом этой индустрии остаются скандалы и инфоповоды, которые порой оказываются интереснее самих сериалов. Ситуация с Хандой Эрчел – это жесткий урок того, как нужно держать удар в реальной жизни, когда репутация висит на волоске. А безобидный жест Аслыхан Малборо, превратившийся в сенсацию, напоминает нам о том, насколько иллюзорным и хрупким может быть медийное пространство. В итоге мы получаем бурлящий котел, рейтинговые войны, новые амбиции, профессиональное выгорание, реальные юридические проблемы и выдуманные сенсации. Каждое новое событие, каждый контракт и каждое неосторожное слово прямо сейчас перекраивают индустрию. А значит, самое интересное только начинается, и нам точно будет зачем наблюдать в этом сезоне. На этом сегодня все. Обязательно пишите в комментариях свое мнение, что думаете о битве сериалов в понедельник, верите ли слухам про Аслыхан и как вам смелая позиция Ханды Эрчел? Нам очень интересно почитать ваши мысли. Не забывайте ставить лайки, если выпуск вам понравился, и, конечно же, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Впереди нас ждет еще больше интриг, разборов и самых горячих новостей из мира турецкого шоу-бизнеса. Спасибо, что были с нами, и до скорой встречи!